Друзья, всем привет! Вы на канале Варанча, и после столицы Эквадора Кито мы отправились на Галапагосские острова. Мы прилетели, мы уже здесь, и сейчас мы находимся на главном острове Галапагос, называется он Санта-Крус, и с этого видео начинается серия выпусков про Галапагосские острова. Первым делом хотелось бы озвучить несколько интересных фактов. Если вы собираетесь на Галапагосские острова, внимательно изучайте информацию про авиакомпании. Почему? Потому что билеты для иностранных граждан на Галапагосы стоят, как правило, всегда дороже, чем для обычных местных жителей. Билеты для иностранцев стоят на 100-150 долларов выше. Второй нюанс – это то, что нужно быть морально готовым к тому, что когда вы прилетите на Галапагосы, все будут требовать с вас деньги. Когда вы прилетаете, сразу же с вас просят 100 долларов за вход в национальный парк, 20 долларов за осмотр вашего багажа, якобы таможенный сбор или налог. А дальше, когда вы уже прибываете на сами острова, везде начинается сбор денег, как в якобы национальный парк, вход, выход, 5-10 долларов. В общем, готовьтесь к этому. Галапагосские острова – это архипелаг, который состоит из 19 островов, 6 больших и 3 маленьких. Галапагосы расположены на расстоянии 1000 километров от материковой части и считаются одним из самых лучших мест в мире для наблюдения за дикими животными. Также нужно быть готовым к тому, что на острове большие проблемы с интернетом, вы будете делать миллион красивых фотографий, но не сможете выкладывать их в социальные сети. Но самое главное, самая большая проблема для нас – это то, что на Галапагосских островах нельзя использовать дроны. Дронами могут пользоваться только те люди, которые приезжают сюда с научными экспедициями, разные научные телеканалы. Обычные туристы использовать дроны не могут. Но, читая интернет, я видел такие моменты, что некоторые люди использовали дроны в городках, которые находятся на островах, якобы они не считаются национальными парками. Мы рисковать не стали, поэтому во всех следующих видео дрон использовать мы не будем, к сожалению. Перед тем, как прилететь на Галапагосские острова, нужно внимательно изучить информацию про каждый остров, потому что острова населяют разные виды диких животных. Сейчас мы находимся на острове Санта-Крус, и этот выпуск будет посвящен этому острову. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, посмотрим, какие дикие животные населяют именно это место, и посетим несколько экскурсионных программ. Поехали! Начать знакомство с островом Санта-Крус мы решили с черепашьей фермы. Я хотел сразу выдать немножко недовольства. Одно из самых известных мест вообще на этом острове – это станция исследования Чарльза Дарвина. Мы приехали туда, точнее пришли с самого утра, она находится прямо в центре города, недалеко, буквально 5 минут от центра. Мы пришли туда, и нам сказали, что самостоятельно посмотреть черепах мы там не можем. Нам нужно ждать группу вместе с гидом, гулять по тропе, потом смотреть черепах, и все это занимает час 20, час 30. Но нам это не нужно, потому что на этой экскурсии рассказывают вообще про экосистему. У всех людей разные цели, когда люди сюда приезжают. Кто-то приезжает снорклить, кто-то приезжает дайвить, кто-то приезжает травку смотреть с деревьями, кто-то приезжает с животными, собственно, как и мы. Мы просто хотели посмотреть черепах. В итоге мы решили не ждать ничего и оттуда уехать. И мы поехали в одну из ферм, которая называется Эль Чато. Я читал очень много интересных отзывов в интернете, она одна из самых популярных. Мы приехали сюда, сейчас здесь на входе мы заплатили 5 долларов с человека, чтобы зайти на территорию национального парка. И также с нас еще взяли по 5 долларов за гида, потому что мы приехали без своего гида. В общей сложности мы отдали 20 долларов. Здесь у нас будет сейчас черепашья ферма, и мы еще прогуляемся по лавовым туннелям. Пока я записываю это видео, Катя лежит уже в панцире черепахи. Это настоящий панцирь. Единственное, что садиться на него сверху нельзя, потому что его можно раздавить. Здесь их несколько, вы можете бесплатно сделать фотографию. Вообще на этом острове Санта-Крус живет около 5000 галапагосских черепах. И на этой ферме Эль Чато находится около 80 черепах. Наш гид рассказал нам очень интересный факт о том, как эти черепахи попали сюда. Потому что все туристы, которые сюда приезжают, они спрашивают вообще, что они здесь делают, как они сюда приплыли или вообще как они здесь оказались. Интересно то, что по версии нашего гида, эти черепахи прибыли сюда с джунглей, которые находятся между Перу и Эквадором. Они были гораздо меньше размерами, и они приплыли сюда на кусочках деревяшек, на стволах дерева, на палках.
И здесь из-за того, что на территории Галапагосских островов очень много еды, нету врагов у них, и климат подходящий, они стали расти и достигли вот таких вот размеров. Эти черепахи могут достигать веса 300 килограмм. И живут они на протяжении 100-150 лет. Также эти черепахи могут жить без воды и еды на протяжении целого года. Самцы гораздо больше, чем самки размерами. Это вот самец. Интересно то, что эти черепахи, они очень хорошо видят, но очень плохо слышат. И общаются между собой они звуками. Когда мы к ним подходим, они начинают шипеть и издавать разные звуки. Когда эти черепахи откладывают яйца, должно пройти от 150 до 250 дней, и только потом вылупаются маленькие черепашата. Мы нашли такое озеро, куда приходят черепашки, чтобы попить воды, но из-за того, что они не умеют плавать, уровень, конечно, воды должен быть достаточно низким, чтобы они лежали панцирем и комфортно себя чувствовали. Как только льет дождь, они сразу же уходят с этого места, чтобы не утонуть, так скажем. Очень интересно. И они сидят в этой воде не только потому, что они пьют эту воду, а еще потому, что эта грязь, она защищает их от паразитов. Идешь такой себе по дороге, а здесь товарищ лежит и травку кушает. Все, меня увидел, начинает прятаться. А нет, дальше топчет. Вообще наш гид нам сказал такой еще интересный момент. Я не знаю, насколько это правда, будем думать, что правда. Они кушают один раз в неделю. Вот, и этого для них достаточно. Но пока мы здесь гуляем, я уже видел несколько раз, когда они едят и едят траву практически без остановки. Вот так выглядит самочка. Мы до этого показывали самцов, потому что они все большие, а самки маленькие, в разы меньше. Сейчас мы спускаемся в лавовые туннели. Нам здесь тоже проведут экскурсию, покажут, расскажут, что там есть. Спускаемся. Be careful, you know, this you have here. Oh, I'm small. Yeah, but this is your husband. My husband. Be careful. Yeah, exactly. For example, when we are here, this is the interior, you know. На Галапагосах находится очень много разных вулканов. И, конечно же, многие из них извергались, и мы сейчас идем по лавовому туннелю. Температура здесь достигала 1000 градусов, когда эта лава стекала. Лава стекала в океан на расстоянии 10, 20, 15 километров. This is actually doing, you know, by the water. You can see how the water cracks to the fissure. Everything comes from the top. And someday in the future, not today, but someday, this will be collapsed. So now you see the different layers of how the lava has been taken. And this is the outside. Здесь водичка. Look above you, you see the big lava flow again, much bigger. Надеюсь, это не сегодня обрушится. Look at nice. Look over there. Very nice. Look conditions. На этом острове много разных туннелей, но удобно то, что этот туннель находится прямо на территории фермы. Если вы не особо фанаты, например, таких вещей, и вас это, можно сказать, не интересует, почему бы не совместить это с фермой? Мы не потратили много времени, прогулялись, послушали информацию. Здорово. В общем, ставим 5 из 5 этой ферме, и хорошо, что мы не попали на станцию Чарльза Дарвина. Почему? Наш гид нам объяснил, что станция Чарльза Дарвина — это станция, где они проводят разные исследования, в общем, где они следят за черепахами, где они помогают раненым, маленьким черепахам, а здесь все это в дикой природе. То есть здесь вы можете гулять и просто смотреть, как эти черепахи передвигаются, а на станции Чарльза Дарвина эти черепахи находятся в вольерах, то есть здесь гораздо лучше. Мы вернулись с черепашьей фермы, переоделись. Сейчас будем исследовать город и прогуляемся в сторону одного из пляжей, одного из самых известных пляжей здесь. Пляж называется Тортуга.
Но самое главное достопримечательность Галапагосских островов, каждого из островов, это животные, которые здесь живут. Вот в центре находится пирс и небольшой рыночек. Просто посмотрите. Это морские котики, которые загорают. А там дальше продают рыбу и слышно пеликанов. Здесь продают свежую рыбу, которую ловят на рыночке. Вон они. Давай посмотрим на него. Вот. А вот и пеликаны. А вон ящерицы. А вон они побежали, смотри, их сейчас будут кормить. А, их выгоняют. Это просто центр. А вот еще и ящерицы. То есть представьте, точнее не ящерицы, а игуаны. Все в одном. Одна и вторая. А вот пацан идет ко мне. Опасненько. Вот она, природа Галапагос. Не, пацаны вообще кайфовые. Они просто лежат. Отдыхают. Вот товарищ пеликан отдыхает на лодочке. Вообще главный городочек называется Пуэрто-Айора. Он на самом деле небольшой. Здесь буквально все можно обойти за 15-20 минут. Но на набережной есть красивые граффити, которые я хотел вам показать. И также важно, что на этом острове нету аэропорта. Аэропорт находится на соседнем острове. Мы прилетали туда, нужно было брать сначала автобус до пристани, потом нужно было плыть на пароме, а потом только добираться на такси, либо на автобусе 45 минут, и вы уже будете в этом городе. По-другому добраться сюда невозможно. Я сейчас вышел на главный причал, куда приплывают все катера и откуда можно добраться на другие острова. Покажу сейчас, как он выглядит. Здесь очень много разных яхт и лодок. Чтобы добраться на соседний остров, их всего основных 3 острова больших, стоимость за человека $30. Плыть на соседний остров, например, как мы будем плыть на Изабеллу, 2 часа. Катера прикольные. Когда мы покупали билеты, нам показывали фотографию. Надеюсь, что так и будет. Прям как яхта, скажем. Отсюда открываются красивые виды. Еще одна особенность Галапагосских островов — это не только животные, это еще и растения. Я сейчас вам хочу показать кактусы, которые растут на набережной. Вот они. И здесь очень много на каждом углу. Рядом с нашим отелем тоже есть. Это прям кактусовое дерево, что ли. Очень большое, необычно. Следующей нашей достопримечательностью этого острова будет один из самых известных пляжей здесь. Называется он Тортуга-Бэй. Туда можно добраться на лодке, а можно пройтись пешком. Мы сейчас ушли на окраину города. Отсюда мы начали наш путь пешком. Карты показывают, что идти туда около 50 минут. 2-2,5-3 километра. Посмотрим, за сколько мы дойдем. И можно добраться туда на лодке. На лодке, по-моему, если не ошибаюсь, $10 с человека стоит в одну сторону. Посмотрим, что нас там будет ждать. Но тропа, по которой мы идем, уже что-то необычное. Кактусы, деревья, все как всегда. Так, ну что, прошло 20 минут, ну максимум 25. Я слышу волны, я слышу океан. И вот куда мы пришли. Я читал, что на этом пляже люди занимаются серфингом, потому что здесь большие волны. Но здесь есть одна фишечка, что в конце этого пляжа есть маленький пляж, где нету волн. Но мы сюда пришли не просто так. О, какая там красота. Я также в интернете видел, что на этом пляже встречаются черепахи, морские котики и игуаны. Но пока я не вижу никого. Но фишка-то в том, что мы почти на краю света. А там Тихий океан. Красота. Вода, конечно, очень холодная. Я не знаю, как мы будем ездить на экскурсии, но очень-очень холодно. Товарищ Аист и камни. Да, и пару товарищей серферов там пытаются катнуть, но
Здесь такие волны, они закручиваются уже близко возле берега, не знаю, что у них получится. Еще необычно то, что на Галапагосах нету пальм, есть только кактусы. Кактусы на пляже, кактусы в городе. Это прям какая-то фишка. Ты вроде думаешь, что ты возле океана и тебе нужны пальмы, но нет, вокруг одни кактусы. Здесь на берегу несколько таких табличек, такая кучка. Видимо, здесь черепахи отложили яйца. Здесь вот дальше еще. Раз, два. И там написана дата и сколько яиц там. Даже яйца посчитаны. Не знаю, как они это сделали. Но здесь, например, цифра 27. Вот так вот. Вот здесь, например, на табличке написано 18 яиц и дата 26.03.22. Так, ну и вот она, первая встреча с красотой Галапагос. Ребят, посмотрите, я на пляже, и мне навстречу плывет игуана. Она плывет просто на берег. Сейчас он вылетит и поползет. С соседнего острова, наверное, приплыла. Здесь еще мангровые заросли. Опа, припарковался такой. И погнал. А вот еще ребята лежат, их очень много. Вот они здесь все чилятся. Очень много. Я даже не знаю, как мне пройти. Вот уже народ подваливает. Да, здесь очень много. Очень много игуан и кактус. Все как всегда. Царило. Так, мы ушли в самый конец этой пляжной линии, в сторону того секретного пляжа, про который я говорил. И здесь есть смотровая площадка, сейчас полюбуемся. Но кактусы, конечно, бесподобны. Их очень много разных кактусов. Так, здесь ребята кого-то снимают, но я пока никого не вижу. Кого-то они ждут. Там в воде плавают черепахи. Конечно, на камеру я вам не смогу показать, но уже 2, 3, 4 отсюда видно. У них мордочки вылазят. Да, вон, раз, два, три. Так, мы выбрались уже на этот секретный пляж, про который я рассказывал. Черепах видели, игуан видели. И вот он лежит, еще один наш товарищ. Морской котик. Отдыхает. Можно сказать, что план выполнен. Здесь нету волн, но вода все еще холодная, и она уже, конечно, не такая прозрачная и не такая красивая. Пляжик достаточно маленький. Скорее всего, просто прилив. Здесь в конце пляжа можно взять байдарки и поплавать на байдарках вдоль мангровых лесов или в ту сторону. Не знаю, конечно, что они там могут увидеть. Немножко дальше, если пройтись вдоль берега, есть очень крутая аллея с кактусами. Я видел, сюда подплывают лодки. Мне кажется, что как раз вот с нашего городка, на тех лодках, которые стоят $10 человека, привозят сюда к этой аллее, и люди уже добираются в сторону пляжа пешочком, но гораздо ближе, чем мы. Да, вот здесь стоит лодка, сюда они пришвартовываются, высаживают людей, а потом люди идут уже на этот пляж. Скрытый пляж от волн. Сегодня пятница, и вот чем занимается молодежь в Пуэрто-Йора. Следующей достопримечательностью будет Лас Гриетас. Это небольшая лагуна между
двумя вулканическими скалами. Пользуется большой популярностью среди туристов. Сейчас мы тоже туда отправимся. Мы уже на главном пирсе, чтобы проверить. О, черепаха, смотрите. Черепаха. Так вот, отправимся туда, чтобы проверить, действительно ли это крутое место. Такое оно, как его рекламируют или нет. И туда можно добраться только на лодочке. Точнее, первое, что нужно сделать, это пройти на главный пирс, взять лодочку и на лодочке уплыть на другую часть острова. Там мы сейчас будем искать эту лагуну. Здесь вот курсируют такие желтые такси. Нам надо поймать одно из них, чтобы добраться туда. Так, вот он, наш таксист к нам двигается. Сейчас мы запрыгнем. Ну все, в общем, мы перебрались с той стороны. Лодочка вышла 80 центов. Сейчас пойдем исследовать местность. По дороге класс Гретас. Здесь есть такой пляжик. И один из самых дорогих отелей. Называется Finch Bay. Я смотрел цены на букинге. Этот отель стоит $400 в ночь. Ну, что-то пляж у него не особо красивый, конечно. После начала тропы класс Гретас нас встретили сотрудники национального парка, которые сказали, что сейчас без гида туда пробраться нельзя. Все это сейчас регулируется. Если мы хотим попасть вовнутрь, нам нужно быть в составе группы, нам нужно заплатить $10 человека, и только вместе с гидом мы сможем туда прогуляться. Программа длится 1:45, 1:30, включая 45 минут снорклинга в этой лагуне. Но мы не брали даже снаряжение. Почему? Потому что я знаю, что это такое. Я читал в интернете, видел фотографии и знаю, что нам это не нужно. Но мы просто хотели вам показать, как выглядит одна из самых распиаренных, скажем так, достопримечательностей на этом острове. Мы заплатили, сейчас вместе с гидом будем идти навстречу к нашей лагуне. Здесь у нас соляное озеро. Фламинго бы добавили хотя бы сюда каких-то. Вот наша достопримечательность. Там есть мостик. Мы просто залезли на смотровую площадку. Нужно спуститься туда вниз. В общем, спускаемся, переодеваемся, оставляем вещи. И сейчас я вам еще раз покажу. И идем плавать там. Но дело в том, что там ничего нету. Как бы они ни рассказывали, что там можно что-то увидеть. Ни акул, ни черепах, ни какой-то необычной живности, ни морских котиков. Но интересно то, что это место выглядит необычно. Здесь лавовые скалы вокруг и такой туннель. Чем дальше, тем глубже. И как я читал, что в самом конце узенький проход уже в океан. Поэтому здесь нету волн. Здесь можно спокойно поплавать. Ну, вода прозрачная. Ну, в общем, мы спустились сюда вниз. Здесь водичка прозрачная. И вот такой вот вид. Можно туда дальше уплыть. Но, опять же, как я говорил, я сомневаюсь, что здесь есть что-то такое интересное под водой. Какие-то черепахи, акулы или морские котики. Просто камушки и все. Здесь все делают красивые фотографии на этом мостике. В общем, садятся вот так. И на фоне этой лагуны, скажем, это разлома фотографируется. Вот такая история. Нам сегодня повезло, здесь не так много людей, как обычно, потому что обычно здесь очень много туристов, все сидят друг у друга на голове. Вот. Мы здесь практически одни, остальные все уплыли туда дальше. Не взяли снаряжение, почему? Потому что смотреть, во-первых, нечего, во-вторых, еще нужно брать гидрокостюмы, вода очень холодная. Это ни к чему. Сейчас решили пройтись к смотровой площадке, чтобы посмотреть, где заканчивается этот туннель, разлом Лас Гретас. Так, это первая смотровая.
Нам рассказали, что этот туннель разделяется на 3 части. Первая заканчивается, здесь идет вторая, и там уже идет третья. И вот как раз в первой части в центре глубина от 10 до 18 метров. Еще говорят, что теперь ходят с гидом, потому что многие прыгали, это очень опасно, и были даже жертвы, кто-то разбивался. Сейчас пойдем дальше. Так, ну вот мы добрались к третьей смотровой. Здесь конец. Строят выход и вход, потому что очень много людей собираются с той стороны, плывут сюда. Пробраться сюда сложновато, потому что там есть камни скользкие, острые. В общем, немногих получается сюда пробраться, поэтому решили построить вот такой второй вход-выход. И здесь уже воды нету, заканчивается все. Так, и вот мы на последней смотровой. Предыдущая оказалась не последней. Открывается вид на остров Санта-Крус. И погода, как всегда, непредсказуемая. О, и Катя возле огромного кактуса. Необычненько. Вот так вот. Так, ну, в общем, наша мини-экскурсия закончилась. В Лас-Гриетас мы уже выходим. Сейчас будем идти обратно на пирс, чтобы возвращаться в наш городочек Пуэрто-Айора. Что можно сказать? Экскурсия, в принципе, неплохая. Гид нас удивил. Что-то интересное он нам порассказывал про эту лагуну, про этот разлом. Можно сделать красивые фотографии, но все это зависит от того, сколько там будет людей. Возможно, сейчас из-за того, что это все регулируется и стоит $10 человека вход, народу не так много там. У нас получилось сделать красивые фотографии. Вот, посмотрели мы это место, но мы там не плавали. Так что решайте сами, нужно ли вам это место посещать или нет. Здесь на острове очень много разных сувенирных лавочек. Можно купить все, что хочешь с надписью «Галапагос». Трусы, носки, кофту, мешок, шляпу, чай, кофе. Вот такие большие магазины. Носки, мягкие игрушки. В общем, рай для любителей шопинга. Ну что, друзья, пришло время прощаться с островом Санта-Крус. Мы посмотрели здесь все основные, главные достопримечательности. Стоит отметить черепашью ферму под названием Эль Чато. Там мы увидели настоящих галапагосских черепах. Их там действительно очень много. Остров развит, огромное количество разных сувенирных магазинчиков, хороших кафе, ресторанов, есть продуктовые магазины. В общем, это центр всех Галапагосских островов, который обязательно нужно посетить. Да, в следующих выпусках мы отправимся на 2 экскурсии с этого острова, Бартоломе и остров Пинзон. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч! Пока!